Приветствую всех! Вы смотрите канал «Диагноз Путина», и с вами я, Сергей Антонов. На днях уже даже Дональд Трамп, президент США, который долго пытался выстроить с российским диктатором прагматичный диалог, который шел ему на все уступки, который был много раз критикован прессой, пришел к неутешительному выводу: Путин совсем сошел с ума. Yeah, I'll give you an update. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. Все мы знаем, кто такой Трамп. Это бизнесмен до мозга костей. Им движет только личная выгода и прагматичный расчет. Хотя ему и не чужды иногда нарциссические импульсы. Он полагал, что Путин такой же. Что война с Украиной – это просто борьба за ресурсы, территорию, влияние. Потому верил, что компромисс возможен. Поэтому он так и не понял, почему даже когда Украина фактически готова пойти на крайне невыгодные для себя условия, Путин отказывается от выгодной сделки. Почему, вопреки здравому смыслу, он продолжает методично, ежедневно наносить удары баллистическими ракетами и дронами по жилым кварталам украинских городов? Без военной необходимости, без логики, просто чтобы убить как можно больше мирных жителей. Трампу еще многое предстоит осознать. А мы, как и большинство нормальных людей, просто давно задаемся вопросом: как Путин, по вине которого погибли сотни тысяч людей, может с холодным взглядом смотреть в глаза матерям этих погибших солдат? Или детям, лишившимся отцов? Мы не понимаем, как Путин может спокойно спать, есть, жить день за днем, зная, что развязанная им война уже убила более 600 украинских детей. Что из-за него около 2000 детей были ранены и многие стали калеками. Что еще почти 2000 числятся пропавшими без вести. Как он может существовать с осознанием того, что по его вине сотни тысяч украинских детей остались без отцов или полностью осиротели? Да нормальный человек не выдержал бы и тысячной доли всего этого. Даже одно такое преступление разрушило бы любую психику. Но Путин не испытывает ни вины, ни сострадания, ни сожаления. Он продолжает сеять смерть, хладнокровно, без тени сомнения. И в какие-то моменты возникает ощущение, что он не просто безразличен, что эти действия даже приносят ему удовлетворение, что жестокость перестала быть для него средством и стала самоцелью. Этот феномен еще долго будут изучать историки, психиатры и политологи. Но уже сегодня появляются гипотезы, которые пытаются объяснить столь девиантное поведение российского диктатора. Одну из таких гипотез о глубинных психосексуальных механизмах и вытесненной агрессии мы рассмотрим в этой программе. Американские исследователи Фреда Ариас Кинг и Майкл Уоллер выдвинули теорию, объясняющую глубинные мотивы российского диктатора. Их работа под названием «Лелеющие обиды», выпущенная Вашингтонским центром политики безопасности, представляет собой психоаналитический портрет Путина. Традиционно психоанализ исходит из того, что в политике рациональность нередко уступает место глубинным психологическим механизмам. Особенно это заметно в диктатурах, где власть становится проекцией личных травм диктатора. Как писал в свое время Эрих Фромм, нацистская Германия – это психиатрическая клиника, управляемая пациентами. То же самое можно сказать и о путинской России сегодня. Многие аналитики отмечают, поведение Путина в отношении Украины иррационально, а в ряде случаев просто саморазрушительно. Абсолютно бессмысленно в этой войне он убивает сотни тысяч россиян самого продуктивного возраста. Провоцирует эмиграцию миллиона самых экономически активных соотечественников. Подвергает риску внутреннюю стабильность, разрушает экономику, изолирует страну, но упорно продолжает выбранный курс. В
Возникает просто закономерный вопрос. Как, на первый взгляд, вменяемый глава государства, обладающий доступом к любой информации и ресурсам, может сознательно вредить собственной стране, прикрываясь какой-то бессмысленной риторикой обид, величия и традиционных ценностей? Авторы исследования «Лелеющие обиды» выдвигают гипотезу. В основе поведения Путина глубоко вытесненная сексуальная идентичность, сопровождаемая стыдом, внутренним конфликтом и стремлением к тотальному контролю. Его действия – это не поведение рационального актора, а проявление защитных механизмов, описанных еще Фрейдом в работах по психопатологии. Ключевым понятием этой гипотезы становится вытеснение. Один из базовых защитных механизмов психики, описанных Фрейдом. Его суть в том, что неприемлемые желания, импульсы или воспоминания вытесняются из сознания, но продолжают действовать в искаженной, часто разрушительной форме. Если применить это к Путину, исследователи предполагают, его агрессия, стремление к гиперконтролю, культ гипермускулинности – это не просто черты характера. Это реактивная защита от вытесненной идентичности и глубоко скрытого внутреннего конфликта. Эта гипотеза не касается сексуальной ориентации в прямом смысле. Речь не о том, кто с кем спит. Речь о том, как вытесненный стыд и страх разоблачения могут трансформироваться в государственную политику, если в распоряжении человека находятся спецслужбы, армия, пропаганда и ядерное оружие. Психоаналитик Эдмунд Берглер, изучавший сотни подобных случаев в прошлом столетии, подробно описал этот феномен, который он назвал «гей в отрицании». Это человек, который вытесняет свою сексуальность настолько глубоко, что превращает всю свою жизнь в борьбу с любыми ее проявлениями. Берглер выделил 13 характерных симптомов гея в отрицании, а его последователь Ариас де ля Каналь выявил новые и довел их числом до 21. От демонстративной гомофобии и культивации мужественности до навязчивой потребности в контроле и хронического страха разоблачения. В случае Путина, как отмечают исследователи, отчетливо проявляются 20 из 21 признаков. Но суть не в диагнозе, суть в последствиях. Когда подобная внутренняя структура сочетается с абсолютной властью, вытеснение становится политическим порядком. Государство начинает обслуживать не интересы общества, а психологическую компенсацию одного человека. Фредериас Кинг и Майкл Уоллер, опираясь на модель Берглера, подчеркивают: Путин демонстрирует устойчивый набор поведенческих симптомов, характерных для вытесненной идентичности. Причем речь идет о клинически описанных механизмах. Вот лишь некоторые из них. Гипермаскулинность. Охота, рыбалка, дзюдо – образы настоящего мужчины в государственной пропаганде. Навязчивое стремление доминировать, тотальная централизация власти, страх перед автономией любого масштаба, от губернаторов до школ. Паранойя, нарратив врагов внутри и снаружи, мифология осажденной крепости. Эмоциональная отчужденность, демонстративная холодность, отсутствие эмпатии, подавление сочувствия. Показная гомофобия, анти-ЛГБТ-риторика, запрет на гей-пропаганду, культ традиционной семьи. Эти симптомы формируют не только психику лидера, но и структуру самой власти. Государственный аппарат превращается в коллективную защиту от правды, которую он не в состоянии принять. Зигмунд Фрейд писал: «Вытесненное не исчезает, оно возвращается в искаженной форме». Жак Лакан уточнял: личность формируется через зеркало, через образ, который человек видит глазами других. Если в этом образе с самого начала присутствует унижение, страх или стыд, то и личность выстраивается как защита от них. В случае Путина этот ранний образ, созданный в детстве, был связан с ощущением неполноценности. Ему еще в раннем возрасте было важно, что скажут другие, а другие его унижали и издевались над ним. Отсюда стремление к маске в зрелом возрасте, к созданию личности, лишенной уязвимости. Но когда такая личность получает абсолютную власть, маска перестает быть личной и становится государственным устройством. Во многих диктатурах власть становится продолжением личности лидера. Но в случае Путина это не просто стиль управления, это способ спрятать внутренний страх. Чтобы понять, как личный конфликт превратился в государственную систему, стоит вернуться в его юность. Он
сам описывает в книге «От первого лица», как после 9 класса пришел в Ленинградское управление КГБ и прямо спросил, как можно туда поступить на службу. Это был не просто интерес подростка к разведке. Путиным управлял инстинкт самосохранения. Он рос в коммуналке, без связи, бедности, среди уличной жестокости. Сталкивался с унижениями и от взрослых, и от сверстников. Он не мог противостоять этому, был слабым. И знал это. Его тело, его голос, его положение – все вызывало уязвимость. И все это требовало защиты. Сначала, чтобы защититься, он пошел в дзюдо. Потом он пошел в КГБ. Он выбрал не просто карьеру, он выбрал броню. Самую закрытую и карательную структуру советского государства. Именно КГБ давало ему все то, чего так не хватало в детстве. Ощущение силы, власти, контроля. Это был способ и спрятаться, и защититься, и отомстить. С этого момента и становится понятен весь вектор. Он стремился туда, где сила унижает слабость. Где правила задает тот, кто никогда не показывает боли. Где уязвимость – преступление. Все, что напоминало ему о слабости, вызывало отвращение. А значит, и любые проявления свободы, сочувствия, сомнения, самостоятельности воспринималось как опасность. Контроль и доминирование стали для него не просто инструментами. Они стали его способом жить. А независимость других он стал воспринимать как угрозу личной стабильности. Он не просто встроился в систему, он стал ее продолжением. А потом сделал ее продолжением самого себя. Сегодня Россия – это не страна, это личный защитный механизм одного человека. Он управляет ею так же, как управляет собственной тревогой. Подавляет, запрещает, наказывает. Чтобы ничего и никто не напомнил ему, кем он был и кем он боится быть до сих пор. Американский социолог Майкл Киммел описывал это состояние как мужская паника. Мужская паника – это страх быть разоблаченным как недостаточно мужественный. Именно этот страх запускает у людей механизмы агрессии, насилия и ритуального доминирования как способ защититься от внутренней неуверенности. В путинской системе этот страх институционализирован. Быть мужчиной значит не жалеть, не сомневаться, не проявлять слабость. И прежде всего быть готовым к насилию. Поэтому путинская война – это не геополитика, это форма психотерапии. Ракеты по украинским городам, пытки пленных, массовые убийства. Это не просто военные преступления, это подтверждение внутренней силы для самого себя. Это способ стабилизировать собственную внутреннюю психологическую конструкцию. С Украиной все особенно болезненно. Для Путина это не просто соседняя страна, не просто бывшая Советская Республика. Это отколовшаяся часть его собственного «я», которая вдруг заявляет «мы, не ты». Путин отказывает Украине в праве выбора. Он воспринимает это как предательство, как личную обиду, как личное унижение. В психоанализе это описывается как нарциссическое разделение, когда кто-то, кого ты считал собой, вдруг становится другим. Это создает невыносимую тревогу, потому что заставляет усомниться в собственной всемогущественности, в собственной полноценности. А если ты не всемогущ, ты не доминируешь. А если ты не доминируешь, значит ты слаб. А если ты слаб, значит ты ничтожество, ты в опасности. Тебя обязательно снова обидят, унизят. И все, что ты так тщательно прятал, может быть раскрыто. Поэтому он и мстит. Снова и снова. Потому что Украина – это не просто территория, не просто другая страна. Это живое опровержение всей его жизненной конструкции. Это пример того, что можно быть славянином, иметь общую историю и при этом выбрать свободу. Украина показывает, страх не неизбежен, диктатура не норма, можно и нужно жить иначе. И именно это делает ее невыносимым зеркалом, которое он не может разбить, но и не в силах терпеть. Пока это зеркало существует, его маска трещит. И он будет снова и снова пытаться его уничтожить, потому что оно показывает правду, которую он не может себе позволить увидеть. Запад тоже пугает Путина.
Для него Запад – это не просто политический противник, это психологическая угроза. Запад – это непонятный и чуждый для Путина мир, где свою силу не нужно доказывать, где твое сомнение и нерешительность не означают слабость, где можно не доминировать и при этом сохранять достоинство. Для Путина это непереносимо, потому что в этом мире его железно-жизненная логика, его защитные механизмы не работают. Там не нужна агрессия, чтобы быть услышанным. Не нужно уничтожать, чтобы чувствовать свое существование и доказывать собственную значимость. Любая встреча с западными лидерами для него это пытка. Там, где он проявляет агрессию, они остаются спокойны. Там, где он демонстрирует силу, они действуют без угроз. И это разрушает его внутреннюю опору. Запад не нуждается в войне, чтобы быть. Не нуждается в лжи, чтобы говорить. Именно это делает его невыносимым для Путина. Сама возможность Запада жить иначе, жить нормальной жизнью. Но самой болезненной угрозой для Путина остаются не внешние враги, а внутренние свидетели. Те, кто говорит по-русски, кто знает, как устроена система, кто не верит в ее ритуалы и отказывается поддерживать и распространять на себя путинскую патологию. Российская оппозиция – это не просто критики, это хуже. Это самые мерзкие зрители, которые невооруженным взглядом видят всю подноготную его внутреннего спектакля. Смеются над ним и говорят: «Мы видим тебя насквозь, ты смешон». А смех и правда – это самое страшное для Путина. Когда кто-то называет ложь ложью, он разрушает миф, на котором строится путинская власть. И разрушение этого мифа для Путина страшнее всего, потому что миф – это вся его жизнь. Вот почему с оппозицией невозможны компромиссы. Ее надо уничтожить, стереть, изгнать. Потому что она разрушает ту тонкую конструкцию, на которой держится весь режим. «Я не такой, как вы думаете, я другой, я сильный», – говорит нам Путин. К ЛГБТ у Путина особое отношение. Для него это не просто угроза традиционным ценностям. Это те, кто существует открыто, кто смело заявляет о своей идентичности, кто говорит о том, что сам Путин всю жизнь скрывает. Они напоминают ему то, от чего он сам отказался, то, что в себе подавил, то, что не смог принять, показывают то, что он боится видеть. Именно поэтому он так навязчиво вытесняет само существование ЛГБТ из публичной жизни. Потому что не может выдержать само их присутствие. Гомофобия в путинской системе – это не просто важная часть государственной политики и идеологии. Это личный страх, поднятый до уровня государственной доктрины. Ненависть к инаковости – это не риторика, это защита. А защита всегда там, где человек чувствует угрозу. Система, построенная на вытеснении, требует не просто подчинения. Она требует вовлеченности, участия в спектакле. Ты должен не только слушаться, ты должен притворяться вместе с остальными. Путин не просто управляет Россией, он заставляет всю страну жить по законам его личной травмы. Он боится разоблачения. И вся система должна бояться сказать правду, использовать новояз и называть черное белым. Он скрывает собственную слабость и уязвимость. И вся страна должна лгать, закрывая глаза на проблемы и становясь колосом на глиняных ногах. Он не может позволить себе быть честным даже самим с собой. И потому общество тоже должно привыкнуть молчать и делать вид, что ничего не чувствуют и ничего не знают. В такой стране нельзя быть собой, потому что даже сам лидер не может быть собой. Здесь нельзя быть искренним и естественным, потому что это слабость. Нельзя задумываться и сомневаться, потому что это предательство. Нельзя быть другим, потому что тогда ты становишься угрозой. Все превращается в маскарад. Каждый должен надеть нужную власти маску. Когда в такой системе проявляется боль, ее не лечат. Ее возводят в культ. Я вдова героя России. Я мать погибшего ефрейтора. Мой муж погиб. Мы очень вам благодарны. Спасибо еще раз вам, Владимир Владимирович, за все. Я вас благодарю сердечно. Спасибо. 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 Я
мама 4 детей, хоровой дирижер и с недавних пор вдова. Владимир Владимирович, спасибо. 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 Вам спасибо. Спасибо вам большое, Владимир Владимирович. Да, вам спасибо большое. На СВО погиб мой муж. Спасибо вам большое, Владимир Вам Владимирович. спасибо. Владимир Владимирович, Я мама геройски погибшего. Спасибо. Брат, к сожалению, погиб. Вам спасибо за мальчишек. Я старшая сестра погибшего участника специальной военной операции Рыжова Артема. Замужем, воспитываем 3 прекрасных будущих защитников Отечества. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Все хорошо. Все у нас. Все нормально. Все хорошо. Да. Спасибо. Да, спасибо большое. Я тоже в заключение хочу вас поблагодарить. Путинский режим не предлагает людям надежду, перспективу, развитие или радость. Он предлагает страдания как форму принадлежности. Чем больше ты готов терпеть и страдать, тем больше ты свой для системы. Чем больше ты закрываешь глаза и молчишь, тем больше заслужил право быть частью этого мира. Чем сильнее ты лжешь себе, тем выше твоя ценность в глазах государства. Это не случайное стечение обстоятельств, это придуманная и навязанная конструкция. Потому что там, где нет любви, должна быть жертва. Тебя не разрешают быть свободным, но разрешают страдать. Не разрешают полноценно жить, но разрешают выживать. Не разрешают говорить правду, но разрешают погибать за ложь. Страдание становится ритуалом и подменяет чувства. Жертвенность заменяет свободу. Система, в которой лидер не может быть собой, требует, чтобы никто не смел и не пытался быть настоящим. Все должны играть по одним правилам. Не чувствовать, не думать, не жить и только терпеть. Путин не просто применяет насилие и культивирует жестокость. Он делает это рутиной, делает все обыденным. То, что раньше шокировало, теперь просто стало фоном. Пытки заключенных привычно и повсеместно. А что не так? Ой, можешь, я рядом сижу. У тебя одно ухо осталось. Подожди, имя, фамилия, подробно. Ракетные удары по жилым домам – просто очередной день, просто заурядная новость. По, скажем так, точности наведения, ну там буквально сантиметры. Сантиметры? И это касается в том числе и циркона? Циркона, да. То есть если стоит перекрестие, можно вот как снайпер попасть в перекрестие? Практически да. Если вот стоит 5-этажный дом, то мы прицелились в подъезд. То вот это вот, если не в этот подъезд, то в соседний точно. Очередная угроза ядерной войны давно никого не пугает. Звучит как прогноз погоды на завтра, который никогда не сбывается. Несложно предположить географию ответа в случае, если короткий пресс-релиз Белого дома станет реальностью. Под угрозой без малого все европейские столицы. Если наши ракеты встанут в Калининграде, Берлин, Варшава, все Прибалты, Париж, Бухарест, Прага. Конечно, американские базы в Германии. Гармии-Шпартенкирхен, казармы Патча, Шпангдалем, Рамштайн. Особое внимание Британии, нашему традиционному врагу, так как против нее будет работать значительная часть Северного флота. Под удар Вашингтон ставит не только Лондон, но и Манчестер, Бирмингем, крупнейшую военно-морскую базу Девонпорт, Клайд в Шотландии, где король хранит ядерные ракеты «Трайдент», Портсмут и Чатамскую верфь в графстве Кент. Британия в самом уязвимом положении. В принципе, достаточно 3 ракет, и эта цивилизация рухнет. Насилие здесь это уже не инструмент, а ритуал. Оно нужно не для победы, а чтобы сохранять привычный порядок, в котором никто не задает вопросов. Пока звучат взрывы, никто не слышит внутренней тишины, где может появиться мысль, сомнение, страх. Именно поэтому война не заканчивается. Не потому, что ее не выиграли, а потому что она стала способом жить. Сама власть, сама система и все общество уже не знают другой формы стабильности, кроме как через насилие и жестокость.
Когда вытеснение перестает срабатывать, человек начинает искать подтверждение своей устойчивости в действиях, которые невозможно оспорить. В жестких и необратимых поступках. В тех, после которых уже нельзя усомниться, нельзя вернуться, нельзя отыграть назад. Для Путина этим действием, этим выходом и спасением становится война. Он больше не ограничивается спектаклями гипермускулинности, с фотографированием полуобнаженным, с нырянием за арфами, с полетами на истребителе, с распусканием слухов о любовных похождениях. Вытесненная идентичность, отсутствующая мужественность и крайняя закомплексованность требуют новой, более сильной и стабильной опоры. И каждый день Путин получает такую терапию, убивая. Через ракетные удары по жилым кварталам украинских городов, через разрушение инфраструктуры и через смерть мирных жителей. Все это становится способом стабилизировать внутреннюю панику, не давая ей подняться на поверхность. Смыслом действий становится не победа и не результат, а непрерывное доминирование, как доказательство того, что внутренняя конструкция еще держится. В этом состоянии диалог невозможен. Любое пространство между собой и реальностью опасно. Оно может наполниться вопросом, сомнением, голосом, к которому Путин не готов. Поэтому остается только одно – действовать жестко, без пауз, без тени двусмысленности. И чем больше эта потребность, тем выше градус жестокости. Потому что иначе может случиться главное – молчание, в котором что-то вытесненное снова даст о себе знать. Многие на Западе продолжают рассуждать о Путине как о рациональном акторе. Они говорят, у него есть интересы, с ним можно торговаться и договариваться. Это большая ошибка, потому что перед нами не политик в классическом смысле. Перед нами человек, чья мотивация не инструментальна, а эмоционально-компенсаторна. Он не начинает войну, чтобы победить. Он начинает войну, чтобы восстановить психическое равновесие. Его цель не завоевание, а подтверждение. Подтверждение того, что он не слаб, что он не ничтожен, что он еще способен контролировать и доминировать, что его не предали и не отвергли. Именно в этом фундаментальное отличие путинского режима от большинства диктатур. Здесь насилие не инструмент, а психологическая потребность. Отнять у него войну значит оставить его наедине с собственной разрушенной психикой. Это для него невозможное состояние. Все переговоры, санкции, дипломатические демарши оказываются бессильны, потому что вторичны по отношению к основной задаче режима – поддерживать внутреннюю целостность его лидера. Любая возможная уступка, любое проявление слабости со стороны России воспринимается Путиным как угроза разоблачения, а значит, как угроза самому существованию. Рациональные модели поведения предполагают гибкость, компромисс, расчет. Но вытеснение не умеет договариваться. Оно либо подавляет, доминирует и контролирует, либо рушится. Поэтому мир, продолжающий исходить из логики интересов, рискует все больше ошибаться. Здесь нет интересов. Здесь есть внутренняя паника, психопатология, замаскированная под идеологию. И чем ближе к правде, тем яростнее будет сопротивление со стороны пациента. Почему о путинских психопатологиях надо говорить? Почему это нужно обсуждать? И почему этого не нужно стесняться? Когда личная травма становится механизмом власти, молчание перестает быть формой уважения. Оно превращается в форму соучастия. Поэтому мы не обсуждаем сексуальную ориентацию Путина. Это не предмет интереса. Мы говорим о последствиях ее вытеснения, о тех психопатологиях, которые сформировались на почве подавления собственной идентичности. Речь идет о тревоге, недоверии, маниакальной потребности в доминировании, контроле, о страхе разоблачения, о нарциссической уязвимости, которая маскируется агрессией и жестокостью. Именно эти черты и легли в основу путинской идеологии, культа насилия и внешнеполитической экспансии. Когда такие черты становятся институционализированными через язык, пропаганду, право и внешнюю агрессию, мы обязаны их анализировать. Не как слух или вторжение в личное, а как важный компонент системы наряду с экономикой,
ядерным арсеналом или госпропагандой. Это не частная жизнь, это политический фактор. И если мы его не распознаем, мы теряем возможность понять, с чем именно имеем дело. Психоанализ – это не разоблачение и не диагноз. Это инструмент. Он позволяет понять, что именно провоцирует режим, а что его ослабляет. Если смотреть на Путина как на рационального игрока, действия его власти могут показаться хаотичными. Но если признать, что перед нами человек, управляемый внутренним конфликтом, вытеснением и страхом разоблачения, все становится логичным. Его поведение перестает быть парадоксом и обретает структуру. Это знание можно использовать. В дипломатии это поможет нам не пытаться переубедить Путина логикой, а выстраивать действия с учетом того, что его поведение управляется страхом разоблачения. Нужно просчитывать, какие сигналы вызывают у него панику, а какие ощущения контроля. И использовать это при формировании давления. Не убеждать, а лишать ощущения безопасности. В медиасфере это знание подсказывает нам. Не надо просто высмеивать Путина. Надо анализировать и методично разбирать его образ на части. Показывать, как он сконструирован. Что в нем заимствовано из советского прошлого, что из криминального стиля 90-х, а что из психопатологии и из страха оказаться слабым. Общество должно не просто смеяться над сумасшедшим дедом, а понимать, какими средствами, из какого материала пропаганда пытается создать культ сильного лидера. И почему он так навязчиво повторяется. В публичной политике необходимо зрить в корень и называть вещи своими именами. Объяснять, как личные страхи и вытесненные комплексы становятся государственной риторикой. От традиционных ценностей до стремления к тотальному подавлению и маниакальному контролю. Переводить психологические импульсы власти в понятный язык, чтобы люди видели не величие, а патологию, не стратегию, а симптомы болезни. Это не вопрос морали, это вопрос эффективности. Режим, построенный на вытеснении, не выдерживает честного, системного, длительного анализа. Он требует постоянного мифа. Путин не боится нападок. Он боится разоблачения. Он может справиться с санкциями, угрозами, изоляцией, но не с вопросом: зачем ты все это делаешь? Просто потому, что у него нет ответа. Потому что он не способен дать честный ответ на этот вопрос даже самому себе. Поэтому исследование и честный разговор о его страхах, вытесненной идентичности и его психотравмах, ставших государственной политикой, разрушает главный миф режима, что за этим стоит стратегия, идея, логика, сильный лидер. Нет, за этим стоит глубоко психически больной человек, пытающийся справиться с внутренним адом. И об этом надо говорить. Не бояться называть то, что он боится признать. Потому что его власть держится на молчании. И трещит по швам тогда, когда звучит правда. С вами был я, Сергей Антонов. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями. Также напоминаю, что если у вас есть желание и возможность поддержать наш проект финансово, в описании вы найдете ссылку на нашу страницу на Патреоне. Спасибо, что смотрите «Диагноз Путина». Не забудьте подписаться, если еще не сделали этого. И увидимся через неделю.